Здравствуйте, меня зовут Виктор, и я вам расскажу о нашей системе обмена EDI-сообщениями eCode. Наша система позволяет обмениваться EDI-документами в форматах EDIFACT, YANCOM XML и eCode XML. И предоставляет программные интерфейсы для автоматизации получения отправки электронных документов через веб-сервис, FTP и локальное решение EDI-коннектор. Также наша система поддерживает карты конвертации, которые позволяют не ограничиваться тремя типами сообщениями, а настроить конвертации из любых произвольных форматов, в том числе и форматов других EDI-провайдеров. На данный момент есть карты конвертации для Excite, EDSoft и других форматов, которые могут использоваться, скажем, когда к нам подключается поставщик с какой-то своеобразной учетной системой, которая может выгружать документы в виде XML и не может выполнить самостоятельно доработку системы, чтобы она выгружала документы в нужном нам формате, например, Яncom. Тогда мы просто анализируем возможный вариант выгрузки документов и реализуем карту конвертации. Что дает эта карта конвертации? Скажем, когда у нас существует две стороны, магазин и поставщик, с одной стороны поставщик уже работает с форматом Excite, а с другой стороны сеть работает с форматом EDIFACT. В таком случае мы просто настраиваем карту конвертации для обоих сторон. И таким образом поставщик и сеть могут не знать, какие форматы используют их контрагенты, и при этом успешно работать по EDI. Расскажу более подробно про EDI коннектор. Это программа, которая устанавливается локально на компьютер и работает в фоновом режиме, в режиме сервиса. При запуске программы тут появляется список пользователей, то есть учетных записей в системе eCode, между которые могут отправлять, получать документы в нашей системе. Лицензия приобретается на одну учетную запись. Вот. При установке программа создает рабочий каталог EDI, в котором создаются подпапки для каждой учетной записи. В каждой папке учетной записи создаются подпапки, соответствующие каждому контрагенту, с которым возможен документооборот. На данный момент заведено две учетные записи. 135-й – это поставщик, который будет принимать заказы. 136-й – это сеть, которая будет отправлять заказы в формате EDIFACT. Соответственно, у сети есть подпапка контрагента 135-го. В этой папке есть подпапки для получения и отправки документов. И в подпапке для отправки документов есть подпапки соответствующие для отправки каждого документа под каждой взаимосвязью. Для начала документооборота нам нужно настроить взаимосвязь. Взаимосвязь настраивается запросом в Chorus Consulting SNG. После чего вам эти папки не придется создавать, они создадутся автоматически EDI-коннектором. И в принципе все эти папки, они создаются автоматически, то есть вам не нужно задумываться о структуре этих папок. Для вас главное знать GLN отправителя и получателя и соответствующий номер взаимосвязи. Вот он номер и тип документа. Для теста мы будем использовать взаимосвязь 316-587. Отсюда мы выполним отправку заказа. Вот он, заказ подготовлен. Кладем его в папку.
Мы можем либо дождаться, пока программа сделает отправку автоматически, либо ускорить отправку путем нажатием кнопки. Вот, пошла проверка папок на отправку. Все, документ ушел. И об отправке можно узнать, зайдя на наш портал E-кода. То есть вот только что отправленный документ, он прошел конвертацию и уже был отправлен контрагенту. Зайдем в папку получателя 130. С GLN оканчиваемся на 135. В ней есть подпапки для контрагента 136 и подпапка для входящих документов. По номеру взаимосвязи находим нужную папку. Вот она. Здесь еще ничего не появилось. Опять же ускорили отправку получения документов нажатием. И вот наш заказ, который мы только что отправили. То есть вот что было на отправке. Заказ в формате EDIFACT. И вот что получил контрагент. Заказ в формате XSite. Конвертация прошла успешно. На основе этого документа можно сформировать order response в формате XSite и отправить его таким же образом, положив его в папку для order response, для соответствующей взаимосвязи. То есть все, что нужно делать в учетной системе, это класть и забирать нужные документы из соответствующих папок.